Представь, что ты открываешь дверь в свою новую квартиру, а там площадь чуть больше 12 квадратных футов. Да, это твой новый дом, и у тебя официально есть все. Кухня, санузел, диван, даже окно. Вот только развернуться в этом пространстве сложнее, чем припарковаться у подъезда в пятницу вечером. Но именно такие квартиры сегодня становятся нормой в крупнейших городах. Минимум места, максимум оптимизации, и все ради того, чтобы покупатель мог хоть что-то купить. Площадь жилья в новых многоквартирных домах уменьшается год за годом. Статистика прямо говорит, в крупнейших российских городах доля студий превысила 20%, а в Москве она вообще подбирается к 30%. Это не исключение, это правило. Новостройки превращаются в сборники ячеек, где каждая квартира — это компромисс между реальностью и мечтой о своем угле. Разговоры о собственном жилье давно сменились на вопрос, поместится ли сюда кровать. Потому что рынок диктует, меньше значит доступнее. Покупатели соглашаются, ведь ипотека на что-то побольше становится неподъемной. А застройщики лишь подливают масла в огонь. Чем меньше площадь, тем выше цена за квадратный фут. И вот уже студии выходят дороже, чем полноценные квартиры, если считать по метрам. Так человейники побеждают здравый смысл. Впрочем, главное даже не в цифрах. Главное в том, что жилье превращается в хранилище тела, а не пространство для жизни. Но, как выясняется, это только начало. Дальше все еще теснее. Кажется, что человейники начали вырастать в городах, как грибы после дождя. Только вместо дождя льготная ипотека, а вместо грибов 12-этажные блоки, нашпигованные студиями. Чем больше, тем лучше. Чем выше, тем выгоднее. Словно кто-то решил поставить на поток производство квадратных футов, забыв, что в этих коробках будут жить люди. До недавнего времени в России считалось, не знаешь, что делать с деньгами, покупай недвижимость. Это было особенно верно для Москвы и Петербурга, где рынок буквально вскипел после начала геополитических событий. Казалось, что недвижимость — последний надежный актив. Но уже весной все резко изменилось. Спрос просел, цены начали лихорадить, а покупатель стал выбирать не то, что хочет, а то, на что хватает денег. В результате в ход пошли самые дешевые форматы — студии. В Петербурге, например, за последние месяцы цена на студии выросла почти на 10%. Причина проста — это последнее, что еще кто-то может себе позволить. Но с ростом спроса на студии пропорционально растет и доля этих мини-квартир в новостройках. Застройщики поняли, выгоднее нарезать этаж на как можно больше маленьких ячеек, чем строить просторные двушки. Так и появляются целые дома, в которых на один этаж более 40 дверей. И почти каждая из них ведет в комнату размером с купе в поезде. Только здесь нет ни движения, ни перспективы, а есть только растущий объем. Объем рынка, объем бетона, объем отчуждения. Но все ли так плохо? Можно ли сознательно строить гетто? Оказывается, да. И не через десятки лет, а буквально на этапе проектирования. Если у тебя в планах квартал из тысяч малометражек без рабочей инфраструктуры, без мест для парковки, с единственным магазином на несколько тысяч жителей, поздравляю. Гетто уже на стадии фундамента. В новых районах студии и однушки продаются быстрее, чем строятся. Застройщик доволен, город получает галочку, введено в эксплуатацию, а жильцы — пропуск в зону будущей социальной деградации. Все, что нужно для превращения района в гетто, это недостаток рабочих мест, дефицит школ и садиков, отсутствие рекреационных зон и перенаселение. И именно это стандартная практика массовой застройки. Особенно это видно в районах вроде Мурина, Кудрово или Новокосино. Там, где сначала продают квартиры, а потом, может быть, через несколько лет начинают думать про школу или больницу. А иногда и не начинают. Люди живут буквально в режиме выживания. В битве за парковку, в очереди на детсад, в окружении бетонных стен и пустырей. Все это не случайность, это результат экономической модели. Когда главное не качество среды, а скорость продажи. И если сейчас человейник кажется просто неудобным, то через 10 лет он станет проблемой не только для жильцов, но и для всего города. На картинке в рекламной брошюре идеальный вид с балкона на городские огни. В реальности ты выходишь в коридор, где 40 дверей, и каждое утро 40 человек нажимают кнопку лифта одновременно. Только лифт один. А если не один, то все равно не справляется. Очередь, духота, раздражение. И день только начался. Жизнь в высотке — это не про комфорт. Это про компромиссы, но тебе может повезти с видом, но не повезти с парковкой. Или наоборот. Но чаще не повезет ни с тем, ни с другим. После 8 вечера найти место для машины — квест, а выйти на улицу — все равно, что на экскурсию по бетонному лабиринту. Ты как бы в городе, но при этом нигде. Даже в среднем доме на 15 этажей с несколькими подъездами может проживать до 1000 человек. Это не просто много, это перегрузка всего — коммуникаций, двора, социальных служб. А если дом построен без учета будущей нагрузки, тогда любое ЧП — это катастрофа.
Пожарная машина не проедет, скорая не найдет подъезд, а жители будут сами решать проблемы. В чатах, через соседей, кто как умеет. Высота — это не всегда благо, особенно когда за красивым фасадом скрывается полное отсутствие комфорта. И вопрос уже не в эстетике, а в том, как в таком доме жить. Потому что некоторые проекты прямо сейчас, это точка невозврата. Купить вам просто. Особенно, когда застройщик красиво рассказывает про новый современный район с развитой инфраструктурой. Вот только за красивыми словами часто прячется бетонное безвременье. Входишь в квартиру и понимаешь, да, ремонт хороший, окна панорамные. А дальше? За окном пустырь, вокруг соседей не видно, но слышно. Очень хорошо слышно. Люди, купившие жилье в таких комплексах, все чаще рассказывают одно и то же. Они ожидали нормальную жизнь, а получили борьбу за тишину, за место в садике, за доступ к нормальной аптеке. Кто-то сталкивается с неадекватными соседями, кто-то с опасной обстановкой в подъезде. Камеры есть, но полиция не приезжает. Соседи организуют дежурство, чаты, коллективную самооборону. Один из жителей рассказывал, как его семья вынуждена была временно переехать, сосед оказался агрессивным, угрожал, ломился в дверь. Никто не помог, кроме других жильцов. Так работает новый уровень комфорта. А теперь представь, что таких квартир сотни. И что происходит, когда в одном доме живут сотни семей с абсолютно разным уровнем дохода, воспитания и образа жизни. Это не социальная интеграция. Это мина замедленного действия. Потому что в такой плотности и при таком отсутствии контролируемой среды все неизбежно деградирует. И те, кто купил уютную студию, завтра захотят от нее избавиться. Но уже будет поздно, потому что это жилье никому не нужно. Что общего между Тетрисом и современной жилой застройкой? Правильно, стремление впихнуть максимум в минимум. Только в Тетрисе это весело, а в городах смертельно для комфорта. Уплотнительная застройка — это когда между уже существующими домами внезапно появляется еще один. Или два, или сразу 6. Потому что участок есть, значит можно строить. А если можно строить, значит можно продавать, остальное потом. Именно так в уже перегруженных районах возникают новые высотки. Старожилы в шоке, новоселы в растерянности, но процесс идет. Улица, где раньше были парковки, теперь стройплощадка. Двор, где играли дети, забор. Коммуникации, рассчитанные на 500 квартир, теперь обслуживают 1500. Ни о каком развитии инфраструктуры речи не идет. Максимум обещают очередной продуктовый магазин. При этом плотность застройки в новых проектах достигает совершенно абсурдных значений. Если раньше норматив был около 25 тысяч квадратных футов на гектар, то теперь встречаются случаи, где плотность доходит до 200 тысяч. Это в 8-10 раз выше разумной нормы. Это значит, что каждый клочок земли под бетон, каждое окно в окно. Архитектура, которая должна была быть инструментом организации среды, превращена в способ извлечения прибыли. Когда человек в поисках жилья сталкивается с выбором купить студию в новом доме или остаться в съемной квартире, он выбирает человейник. Потому что выбора нет. А после переезда понимает, что уплотнение — это не просто про плотность. Это про давление. Постоянное, повседневное, неумолимое. Когда покупаешь квартиру, ты редко задумываешься, кто будет жить за стенкой. Но в человейнике это быстро становится главным вопросом, потому что здесь не просто соседи. Здесь сожители по вертикальному гетто. Люди, вынужденные делить пространство, звуки, запахи и воздух. Люди с разным бэкграундом, разными целями, но одинаковым уровнем безысходности. Чем ниже планка входа в жилье, тем выше вероятность социальной напряженности. И это не предрассудки, это закономерность. Там, где студию можно купить за минимальные деньги, туда приходят те, кто ищет не дом, а временный ночлег. Или тех, кто берет жилье под сдачу, не заботясь о контингенте. Или тех, кто, увы, приносит с собой проблемы. История о закладчиках, ночных драках, неадекватных соседях, алкоголиках и наркоманах – это не черный пиар. Это реальность жизни в переуплотненных домах, где нет ни управляющих, ни охраны, ни контроля. А если и есть, то их влияние минимально. Полиция не приезжает, участковый на районе – мифический персонаж. Отсюда будет атмосфера постоянной тревоги. Люди начинают бояться открывать дверь, выходить вечером в подъезд, оставлять детей без присмотра. Это разрушает саму идею своего жилья, потому что собственная квартира должна давать ощущение безопасности, а не страха. Но в человейнике ты не выбираешь соседей. Они приходят вместе с квадратными футами и не уходят. Детство в человейнике — это странный опыт. С одной стороны, ты вроде как в городе, рядом магазины, дороги, высокие дома. С другой, у тебя нет школы, нет садика, нет даже нормальной площадки. Все занято машинами, все обложено забором, а зелени только в каталогах застройщика. И вот возникает вопрос, а куда идти с ребенком? Новые районы практически никогда не получают полноценную инфраструктуру сразу. Сначала возводятся дома, потом-то через несколько лет, возможно, появится школа или детский сад. До этого очереди, временные решения, постоянные нервы.
Родители с маленькими детьми стоят в очередях по сотому номеру, а школьники тратят часы на дорогу до ближайшего учебного заведения. Добавим сюда отсутствие кружков, спортивных секций, даже банального сквера, и получаем среду, абсолютно не предназначенную для воспитания детей. А ведь именно наличие детской инфраструктуры – один из ключевых факторов долгосрочной привлекательности района. Но в погоне за метрами этот фактор давно ушел в минус. Когда район растет как на дрожжах, а структура при этом остается прежней, дети становятся заложниками ситуации. Они живут в каменных коробках, без пространства, без игры, без общения. И постепенно, это уже доказано, такие районы начинают терять даже тех, кто недавно сюда приехал. Потому что расти в Человейнике значит с самого детства учиться выживать. Если вы хотите увидеть, как не надо строить, езжайте в Мурино. Этот район под Петербургом стал символом провального урбанизма, примером того, как изначально неплохая идея может превратиться в градостроительную катастрофу. А началось все с благих намерений. Доступное жилье, быстрые сроки, развивающийся пригород. На деле же это бетонная западня. Сейчас в Мурино проживает почти 80 тысяч человек. И это при том, что инфраструктура рассчитана максимум на треть от этого количества. Все остальное стихийно перегружено, не выдерживает нагрузки. Дороги узкие, тротуары отсутствуют, транспорта не хватает. А в некоторых кварталах до метро приходится идти почти 20 минут. Через пустыри и сугробы. Но самое страшное – это ощущение безысходности. Люди, купившие здесь жилье, уже не могут просто так уехать. Продать сложно, район приобрел дурную славу. А жить все тяжелее. Из-за отсутствия контроля и регулирования Мурино быстро превратилась в территорию хаоса. Здесь и проблемы с парковками, и с коммунальными службами, и с безопасностью Мурино не исключение. Это тенденция. Такой же путь проходит множество новых районов по всей стране. Просто здесь концентрация проблем настолько очевидна, что ее уже невозможно игнорировать. И если раньше человейники были просто неудобными, то теперь они становятся опасными. А Мурино — это предупреждение. Только услышат ли его застройщики? Когда-то Кудрово задумывали как маленькую Европу. Уютные улицы, малоэтажная застройка, парки, велосипедные дорожки, картинки из презентаций застройщиков выглядели как из каталога Амстердама. Но реальность быстро внесла свои коррективы. Первый же девелопер, пришедший на площадку, решил, зачем скромно, если можно масштабно. Так Кудрово стало ареной архитектурного безумия. Огромные дома, в которых живут тысячи человек, теснят друг друга на небольших участках. От задуманных парков остались клочки травы, от европейского образа жизни только мечты. Вместо культурной среды вырос бетонный массив, продуваемый ветрами и забитый машинами. Инфраструктура не выдерживает. Алкомаркеты на каждом углу, проблемы с безопасностью, случаи падения людей из окон, постоянные жалобы на шум и антисанитарию. Вроде бы с новый район, свежие дома, но ощущение, будто живешь в тени бетонной махины, а не в доме. Люди здесь не живут, они прячутся от реальности, закрываясь в своих клетках. Кудрово могло стать образцом, оно было задумано правильно, но в погоне за прибылью идея умерла. Остался только бетон, а ведь это не уникальный случай. Таких маленьких Европ по стране было запущено десятки. Но почти везде они превратились в большие проблемы. Мир вокруг меняется, технологии уходят вперед, а строительные нормативы в России продолжают жить в середине 20-го столетия. И под реалии массовой советской застройки и создавались главные СНИПы, которыми до сих пор руководствуются при проектировании новых районов. Абсурд, но именно этот абсурд лежит в основе современных человейников. Один из главных тормозов качественной архитектуры – это единые нормы для всей страны. Будь то Якутия или Краснодар, регламент один и тот же. Результат – строят одинаково безлико. Все стандартизировано под старую индустриальную модель. Как быстрее, как дешевле, как проще. Неважно, что эти подходы морально устарели и что они не учитывают ни климат, ни культурные особенности, ни потребности человека. Казалось бы, решение – не обновить нормативы. Но система закольцована. Отменишь один регламент – потеряешь право на проект. Приглашенные зарубежные архитекторы нередко предлагают отличные концепции, вдохновленные европейским опытом. Но когда их идеи сталкиваются с российскими нормами, выходит не уютный квартал, а очередной трактор вместо спорткара. Потому что в книге нормативов написано «ковш», «гусеницы», «запас прочности», а значит шаг в сторону невозможен. Проектировщик не может действовать иначе, потому что тогда ему не согласуют строительство. Получается замкнутый круг. И пока не будет политической воли переписать эти нормы, мы будем продолжать строить по лекалам 70-летней давности. Только цена такой архаики – жизнь в бетонной безысходности. В любом новострое вы почти наверняка заметите странную деталь. Даже в самых красивых и зеленых дворах обязательно есть проезд вдоль фасада. Почему? Потому что так требует пожарная норма. Каждая пожарная машина должна иметь возможность подъехать к любой части здания. Формально это разумно. Но по факту это превращает двор в парковку, а зону отдыха в проезжую часть. Особенно парадоксально это смотрится в домах высотой 20 и более этажей.
Ведь пожарная техника не способна тушить верхние уровни с улицы. Все, что она может, добраться до третьего, максимум четвертого этажа. Все, что выше, зона ответственности внутренних инженерных систем. А значит, этот проезд — чистая формальность, бессмысленная в современных реалиях. Но отказаться от нее нельзя. И застройщики, даже если хотят сделать пешеходный двор, вынуждены оставлять бетонную петлю вокруг здания. Это не только убивает эстетику, но и провоцирует конфликты. Жители хотят закрытый двор, а водители ставят машины, потому что других мест нет. Результат — ссоры, баррикады, столбики, а в итоге хаос. Именно такие детали вроде бы незаметные и формируют общий дискомфорт. Архитектура — это всегда компромисс между безопасностью и удобством. Но когда компромисс превращается в абсурд, страдают все. И пока пожарные нормы будут диктовать формальные, а не реальные требования, человейники будут продолжать расти с этими мертвыми зонами вокруг. Где не отдохнуть, не пройти, не дышать. Одна из самых абсурдных и в то же время влиятельных норм, по которым до сих пор проектируются российские дома, это правило инсоляции. Согласно ему, каждая жилая комната должна минимум 2 часа в день получать прямой солнечный свет. Это звучит красиво, почти романтично. Но если копнуть глубже, выяснится, что эта норма была придумана как профилактика туберкулеза. Да, почти век назад. Тогда действительно считалось, что солнце – важнейший фактор борьбы с инфекцией. Прошло почти 100 лет, медицина ушла далеко вперед, а регламент остался. И он продолжает ограничивать архитекторов. Дом нельзя поставить так, как это удобно для планировки или логистики. Только так, чтобы окна ловили солнце. Даже если из-за этого теряется целая концепция квартала. В Европе таких норм давно нет. И это не значит, что там живут в темноте. Просто там архитектура гибкая. Можно разместить окна на север, если при этом появляется хороший общественный двор. Можно делать плотную застройку, но с умной системой вентиляции и освещения. В России же шаг влево, шаг вправо — нарушение. И здесь снова возникает вопрос, зачем держаться за норму, которая не соответствует современным реалиям? В плотных городах, где солнца и так мало, каждый дом борется за луч. Но вместо того, чтобы создавать комфортную среду, мы продолжаем строить по шаблону, созданному в прошлом веке. Шаблон для борьбы с болезнью, которая давно перестала быть доминирующей. Когда дом строится не под человека, а под регламент, получается не жилье, а схема. В России строительная отрасль уже давно управляется не здравым смыслом, а бумажными правилами. И эти правила зачастую не улучшают качество жизни, а наоборот мешают. Застройщики вынуждены втискивать здания в нормативные рамки, жертвуя логикой, удобством и здравым смыслом. Вместо уютных кварталов получаются странные пятна застройки, где расстояние между домами зависит не от архитектурной идеи, а от формулы. Где пустыри остаются просто потому, что так проще соблюсти все отступы. Где подъезд выходит в никуда, потому что так удобнее соблюсти угол инсоляции. Проблема не в отсутствии архитекторов. В России много талантливых проектировщиков. Но когда им дают ТЗ с 10 ограничениями на 1 квадратный метр, творить невозможно. А если ты все же попытаешься нарушить норму, твой проект просто не согласуют. Или согласуют, но только если у тебя есть административный ресурс. Об этом в следующей главе. Так получается, что нормы стали щитом не для человека, а для системы. Они прикрывают безответственные решения, тормозят прогресс, блокируют развитие идей. И пока нормы важнее смысла, жилье будет оставаться коробкой. Где главное не как ты живешь, а как ты вписался в таблицу. В теории все застройщики равны. В реальности одни равнее других. Потому что существует такая вещь, как административный ресурс. Это неофициальное, но решающее преимущество, которое позволяет одним компаниям строить в обход норм, а другим годами ждать согласований. Кто-то может впихнуть на участок в 10 раз больше квадратных футов, чем разрешено. А кто-то не может построить даже по нормативу. Это порождает архитектурное безумие. Плотность застройки в некоторых проектах доходит до 200 тысяч квадратных футов на гектар. Это в 10 раз выше нормы даже времен Советского Союза. Проекты проходят, этажи растут, квартиры продаются. Потому что у правильного застройщика есть все. Нужные люди, нужные связи, нужные рычаги. С этой системой конкурировать невозможно, потому что речь уже не про архитектуру, а про допуск к рынку. Рынок недвижимости в России все чаще напоминает закрытую зону, где крупные игроки контролируют не только стройку, но и правила игры. А страдает, как всегда, конечный покупатель. Так что, когда ты видишь, как на крошечном участке вырос небоскреб, знай, это не инновации. Это просто разрешили. А разрешают не всем. В результате те, у кого есть ресурсы, застраивают города плотнее, выше, агрессивнее. А у кого нет, надо остаются ждать. Или уходят с рынка. Но покупатель все равно придет, потому что выбора у него нет. Районы, построенные по принципу максимум плотности на минимум затрат, деградируют не вдруг. Это не обрушение, а тихий процесс распада. Сначала исчезает ощущение уюта. Потом чувство безопасности.
Затем приходит раздражение, конфликт, усталость, и когда все это сливается воедино, ты больше не хочешь выходить из дома или возвращаться туда. Каждая проблема, упомянутая ранее, будь то нехватка детсадов, отсутствие парковки или забитые лифты, сама по себе неприятна, но терпима. Но когда все они складываются в одно, район начинает буквально гнить изнутри. Инфраструктура не выдерживает, службы перегружены, социальные связи рушатся, люди живут рядом, но чужими. Каждый за себя. И это поджит первый шаг к разрушению общественного доверия. Дальше – больше. Отток сильных жителей, тех, кто может позволить себе уехать. Их место занимают менее обеспеченные арендаторы, возникают очаги криминала. Дом теряет стоимость, район, репутацию. Дальше идут спекуляции, временные жильцы, отсутствие контроля. И вот уже квартира, купленная на перспективу, превращается в якорь. Гетто не рождаются, их строят. И если ничего не менять, то многие новостройки 21 века повторят путь американских проектов 70-х. Только в отличие от США, снести их будет невозможно. Это частная собственность. Значит, деградация затянется на десятилетия и затронет не только жильцов, но и весь город. В России все знают термин «обманутые дольщики». Но на подходе новое явление – обманутые собственники. Это те, кто купил квартиру по всем правилам, но оказался в ситуации, когда недвижимость из актива превратилась в балласт. Сначала радость от новоселья, потом точно первые тревожные звоночки. А дальше все яснее. Это не дом мечты, а клетка на окраине. Что происходит? Очень просто. Человейники быстро теряют ликвидность, особенно если это студии в перегруженных районах. Их начинают массово сдавать, часто-то без проверки арендаторов. Район меняется за считанные годы. Преступность, антисанитария, беспорядки, и уже никто не хочет туда переезжать. Квартиры висят на продаже месяцами, цена падает. Собственник оказывается в ловушке. Он не может продать, нет спроса. Он не может сдать, низкая цена, высокий риск. Он не может переехать, все вложено сюда. Это и есть обман. Не юридический, а жизненный. Тебе продали мечту, а ты получил проблему. И вот здесь государство может столкнуться с новой волной недовольства. Потому что таких собственников будет все больше. Особенно если экономическая ситуация ухудшится. Эти люди, не инвесторы. Это обычные семьи, которые хотели просто жить. А получили бетонное дежавю с нулевыми перспективами. В Соединенных Штатах в середине 20 века тоже решили проблему доступного жилья через массовую застройку. Возводились огромные комплексы для среднего класса и молодежи. Они казались прогрессивными, высотные дома, инфраструктура, просторные квартиры. Но через несколько лет все обернулось катастрофой. Самый известный пример – комплекс Пруит и Гоэ в Сент-Луисе. Строили с гордостью, сносили с позором. Через 5 лет после заселения квартал превратился в очаг преступности, нищеты и безнадежности. Власти приняли радикальное решение – снести все, просто стереть с лица земли. Потому что жить там стало невозможно, а реформировать слишком дорого. Почему так произошло? Ответ прост. Архитектура без содержания, пространство без жизни. Люди, загнанные в коробки, начали выживать, а не жить. Общественные зоны пришли в упадок, сервисы не справлялись, управляющие структуры бездействовали. Комплекс, который должен был стать примером, стал символом провала. Этот опыт теперь изучают в архитектурных школах как классический кейс «как не надо». Но мы, похоже, идем тем же путем. Только у нас нет механизма сноса. У нас это частная собственность. И никакая администрация не сможет просто так снести дом, даже если он превратится в проблему. Потому что снос частной собственности – это уже не градостроительный вопрос. Это государственный кризис. Кажется, все сказанное под приговор, но нет. У этой ситуации есть решение. Они сложные, болезненные, требуют воли и изменений на системном уровне, но они есть. И первый шаг – признать проблему. Признать, что нельзя больше строить по старым нормативам. Что количество квадратных футов не показатель успеха. Что человек не просто покупатель, а житель. Реформировать можно многое. Пересмотреть нормы инсоляции, ослабить регламенты, мешающие гибкой застройке. Привлекать архитекторов, а не только экономистов. Отказаться от плотности в ущерб здравому смыслу. Ввести ограничения на долю студий в домах. Поддерживать малоэтажную застройку. Все это возможно, если будет политическая воля. Кроме того, стоит пересмотреть роль девелоперов. Сейчас их задача вообще и построить, и продать. А должна быть создать среду. Пусть строят не квадратные метры, а кварталы. С улицами, школами, парками, рабочими местами. Если надо, стимулировать инфраструктуру государством. Если надо, дать преференции тем, кто создает качественные проекты. Города нужно проектировать, а не лепить. Как космический корабль, где все работает в комплексе. Это сложно, но возможно. И если мы хотим избежать массового архитектурного краха через 20 лет, начинать надо сейчас. Может ли Россия жить без человейников? Ответ – да. Но для этого придется перестроить не только подход к строительству, но и всю логику градостроительной политики. Поставить в центр не бетон, а человека. Не отчетность, а среду. Не регламент, а здравый смысл.
Мы уже много лет говорим о русскости, о самоценности, о приоритете семьи. Так почему среда для этой самой семьи выглядит как склад дешевого жилья? Почему идеалы, которые мы декларируем, не воплощаются в бетоне и стекле? Пора сделать жилье не только доступным, но и достойным. Пора перестать строить гетто и начать строить города. У России есть шанс. У нее есть территории, у нее есть ресурсы. Нужна лишь смена вектора. Меньше централизации, больше региональной политики, поддержка малых и средних городов. Новая промышленная база. И главное, новое понимание, что люди не просто жильцы, а ценность. Их жизнь не таблица в Excel, а ежедневный опыт. И он начинается с порога их дома. Если сделать ставку на это, на человека, на качество среды, на горизонтальное развитие, тогда слово «человейник» можно будет оставить в прошлом. И, возможно, однажды мы будем вспоминать о них так же, как сегодня вспоминаем хрущевки, как временное решение, которое устарело навсегда.